Привет, дорогие друзья! Наконец-то мы получили полное решение суда о запрете партии Шария. В этом видео я не хочу ничего, кроме фактов, знаете, потому что решение у нас на руках. И вы, конечно же, помните, это видео, я надеюсь, будет переведено на английский и на другие языки, конечно же. Однозначно я буду рассказывать об этом в Испании, однозначно я буду рассказывать везде, где готовы об этом услышать. К сожалению, мы видим, что западная пресса абсолютно односторонне показывает ситуацию для них. Зеленский герой, для меня это просто конченый преступник. Конченый преступник и диктатор. Докажу сейчас. Решение суда. Вы помните, как много пропагандистов рассказывали о том, что наша партия антиукраинская и так далее. В решении суда, забегая наперед, не найдено ни одно правонарушение моей партии. Ни одного правонарушения наша партия не совершила. Это следует из решения суда. Итак, решение суда. Львов. Вы знаете, что они перенесли во Львов. Наверное, таким образом подчеркивая, что самые беспредельные решения должны выноситься именно там, на Западной Украине. 8-й апелляционный административный суд. Запомним фамилии судей. Судовой Хомюк, Анишкевича, Сеника, какой-то там секретарь Хабазни. Представитель ответчика не явился. Представителю ответчика было запрещено явиться. Они провели суд без адвокатов. Каким образом это было сделано? Валентин Рыбин, наш адвокат, подал ходатайство. Он имеет право участвовать в суде по видеоконференции. Ему сказали: нет, приезжайте, он находится в Европе. Предварительно до этого, за несколько дней до этого, меньше месяца. До этого на него завели уголовное дело. Для того, чтобы он заехал, его сразу же арестовали. Уголовное дело завели за угрозы сотруднику СБУ. На самом деле он достаточно дерзко ответил в WhatsApp сотруднику СБУ. Угроз там и не пахло угрозами. Но на него завели уголовное дело. Для того, чтобы суд состоялся без адвокатов. В итоге этот суд состоялся без адвокатов. Итак, зачитываем. Основанием для применения к политическим партиям мер административного влияния является в установленном порядке задокументированные факты ее партии деятельности, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, захват государственной власти, пропаганда войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, пропаганда коммунистического или национал-социалистического, нацистского тоталитарного режимов и их символики. Они процитировали то, что говорится в законе о партиях, что говорится в Конституции Украины. Ничего из вышеперечисленного наша партия не делала. Дальше они приводят другие нормы, нормативные акты, законы Украины. Выявление нарушений Конституции и закона Украины в деятельности политических партий осуществляется правоохранительными органами. Далее указ президента рассказывает, что партии могут быть запрещены за антиукраинскую политическую деятельность, пропаганду войны, публичные заявления и призывы к изменению конституционного строя насильственным путем, реальные угрозы нарушения суверенитета, территориальной целостности государства, подрыва его безопасности, действия, направленные на незаконный захват государственной власти, демонстрации проявлений коллаборационизма, насилия, учитывая программные и уставные цели, содержащие антиукраинскую позицию, распространение сведений об оправдании и признании правомерного отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины отдельными политическими партиями. Все. Они перечислили сами в своем же решении, за что может быть запрещена партия. Дальше. Партия Шария. Председатель партии Бондаренко Ольга Алексеевна, жена лидера этой же партии, Шария Анатолия Анатольевича. Шарий Анатолий Анатольевич не фигурирует ни в одном уставном документе партии Шария. Документально меня там нет. Каким образом и откуда у них появилась информация, что Ольга Бондаренко является моей женой? Вы думаете, в суд поданы соответствующие документы? Нет, никаких документов нет. Они просто делают такой вывод. Львовский суд. Далее. Согласно письму Департаменту защиты Национальной государственной службы безопасности Украины о приостановлении деятельности политических партий уведомлено
об обнаружении фактов антиукраинской деятельности, в частности политической партии «Партия Шария», лидер которой пропагандист Анатолий Шарий, который с 2012 года проживает за границей, осуществляет распространение российской пропаганды и пропаганды украинофобии путем распространения видеосюжетов с целью дискредитации Украины. Обороты, как вы видите, вполне юридические. Пропагандист Шарий, который распространяет российскую пропаганду. Для наших иностранных зрителей просто объясню, да, есть такой старый советский фильм, так вот там такие грязные такие комсомольцы рассказывают: пущал пропаганды в расход, то бишь расстрелять. Да, на самом деле это очень похоже на что-то вот из таких вот, из каких-то глубин истории. Но на самом деле таких решений суда не было и в 30-х годах. Я читаю дальше. По информации СБУ с 2012 года Шария осуществляет подрывную деятельность против основ национальной безопасности в информационном пространстве в интересах РФ с помощью социальных сетей и мессенджеров, телеграм-канал, видеохостинг YouTube и российских пропагандистских каналов. Вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем. Далее они перечисляют все то же самое, из-за чего может быть запрещена партия. И опять, ликвидация независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета, оправдание вооруженной агрессии, глорификация оправдания деятельности или бездеятельности лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины. Тут даже написано, что нельзя говорить повстанцы, ополченцы или вежливые люди. Окей, но какое отношение к этому всему имеет партия Шария? Потому что мы очень часто слышали на телеканалах в Украине, в прессе о том, что партия Шария, партия там каких-то предателей, она совершает какие-то преступления. Давайте же читать, какие преступления. Мы сейчас до этого дойдем. Вот они долго перечисляют, из-за чего может быть запрещена партия. Рассказывают об указе президента Украины. И везде перечисляют то, что это должен быть насильственный захват государственной власти, призывы к свержению государственной власти насильственным путем и так далее. Мы доходим до преступлений. Оказывается, ни одного из этих преступлений партия Шария не совершала. Все ссылки суда, на которых основывается запрет партии, что не прописано ни в одном законе Украины, ни в одном, даже в тех, которые успела наштамповать Верховная Рада при Зеленском. Нет определения, по которому человек, который называется лидером партии, что-то там пишет или сообщает, и из-за этого запрещают партию. Такого не бывает. Президент Порошенко, к примеру, находится под теми же обвинениями, под которыми нахожусь я. Против него выдвинуты обвинения в государственной измене. Но никто партию «Европейская солидарность» не запрещает. Его преступления доказаны следствием, но никто партию «Европейская солидарность» не запрещает. Теперь читаем преступление Анатолия Шария, который никак документально не связан с партией Шария. Представим, что он связан с партией Шария. Представим, что в уставных документах стоит Шарий Анатолий Анатольевич, то есть я. Давайте почитаем мои преступления, на основании которых они запрещают почему-то партию. Итак, первое преступление. Вот консультант-эксперт по оперативным вопросам Службы безопасности Украины провел обзор телеграм-канала под названием Анатолий Шарий, который перепостил сообщение с другого телеграм-канала Киева «Зов крови». И касается это сообщение освещения неправдивой информации относительно работников Харьковской прокуратуры. Относительно работников Харьковской прокуратуры. Конечно же, у вас может возникнуть вопрос, какое это имеет отношение к партии Шария, к антигосударственной деятельности партии Шария, к свержению строя и так далее. Смотрите, у вас еще много таких вопросов возникнет. Я зачитываю подряд обвинения, из-за которых запрещена партия Шария. Итак, Шарий сделал перепост
на телеграм-канале из телеграм-канала Кивы про преступления Харьковской прокуратуры. В соответствии с вовлеченным в материалы дела акта обзора интернет-ресурса, консультант-эксперт по оперативным вопросам Службы безопасности Украины произвел еще один обзор телеграм-канала. И публикация моя касается оценки государственных органов относительно предоставления защиты одному из бойцов добровольческого батальона «Азов» и формированию негативного отношения к действиям государства в целом. То есть, если вы на своем телеграм-канале формируете негативное отношение к государственной власти, то ваша партия может быть запрещена. Этого нет, конечно, ни в одном законе Украины. Тем не менее, читаем дальше. Скриншоты телеграм-каналов Анатолия Шария исследованы и проверены судом. Что они обнаружили еще? В 2020 году на телеграм-канале Шария осуществил публикацию, которая касается формирования негативной оценки в судебных органов и органов прокуратуры со стороны работников правоохранительной системы, а также призывы к нарушению правил карантина. Смотрите, я должен заметить, из порядка 9 ссылок, которые они предоставили, рабочими являются 2. То есть по остальным не то, что видео удалено, а по остальным невозможно перейти. Я не знаю, что именно они исследовали в суде, но ссылки просто не открываются. Мы начали думать, что это может быть за видео, и додумались. Наверное, видео называется «Карантин выходного дня». Оно таки есть у меня на канале, и там, конечно, никаких призывов к нарушению карантина нету. Но даже если бы они там были, то это не имеет никакого отношения к свержению государственной власти. Дальше. Они осмотрели какую-то публикацию по ссылке, которая не относится ко мне. Она была размещена в сети интернета в 2014 году и изготовлена из оригинала видеозаписи, размещенной лидером политической партии Шария на собственном YouTube-канале, и далее была удалена. Объясню вам, друзья мои. Партия Шария зарегистрирована в 2019 году. Какое отношение имеет какое-то видео от 2014 года к партии Шария, которая была зарегистрирована через 5 лет после этого? Даже для украинского суда в абсолютно беззаконном и беспредельном государстве это все-таки перебор. Они обнаружили еще мое некое выступление на YouTube-канале. И коллегия судей считает, что указанная видеозапись направлена на дестабилизацию общественно-политической жизни в государстве, потому что дискредитирует государственный орган, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в Украине. То есть в видео я раскритиковал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Из-за этого спустя 2 года решили закрыть партию Шария, потому что что? И почему? Следующее. Опять-таки, ссылка на YouTube-канал содержит выступление Анатолия Шария. Коллегия судей считает, что указанная видеозапись содержит элементы манипулирования общественным сознанием путем искажения исторических фактов и событий. Коллегия судей, без сомнения, могла бы указать в законе о политических партиях причину запрета политической партии, то, что какой-то мужик на YouTube-канале манипулирует общественным мнением и подтасовывает исторические факты. Но, скорее всего, они не укажут этого в законах Украины, потому что в законах Украины этого нет. Потому что это просто беспредел. Далее. YouTube-канал, опять-таки, предоставлен видеофайл, на котором выступление Анатолия Шария. Коллегия судей считает, что указанная видеозапись направлена на дестабилизацию общественно-политической жизни в государстве. В этом видео, опять-таки, я критиковал государственную власть. Если ты критикуешь государственную власть, значит ты дестабилизируешь жизнь в государстве, значит твоя партия должна быть запрещена. Дальше. Опять ссылка на YouTube-канал, опять Анатолия Шария. Коллегия судей считает, что указанная видеозапись содержит элементы
манипулирование общественным сознанием, дестабилизацию общественно-политической жизни во время проведения очередных выборов на территории Украины. Анатолий Шарий критиковал проведение выборов и рассказывал о манипуляциях и фальсификациях на выборах. Таким образом, я дестабилизировал ситуацию, поэтому партия Шария должна быть запрещена. Этого нет ни в одном законе Украины. Но суд во Львове беззаконный. Ему просто дал распоряжение свихнувшийся наркоман. Следующее. Опять видео на YouTube. Как вы видите, партия не совершила вообще ничего. Все совершил Анатолий Шарий. Коллегия судей считает, что указанная видеозапись содержит элементы манипулирования общественным сознанием, дестабилизацию общественно-политической жизни в условиях мировой пандемии. Следующее. Опять видеозапись Анатолия Шария. Коллегия судей считает, что указанная видеозапись направлена на усиление ненависти в Украине, внесение раздора между народом и государственными органами, дискредитацию языка, герба и флага. Если бы в этом видео была дискредитация языка, герба и флага, они бы завели, конечно же, на меня еще одно уголовное дело. Это видео есть на моем канале. Мы смогли его найти на моем канале. Оно называется «Наконец нашли виновного в потере Крыма». Можете его пересмотреть и попытаться найти там дискредитацию государственных символов, украинского языка, герба и флага. И кто найдет, тому, как говорится, большая похвала. Коллегия судей Львовского суда обнаружила в видео это. Поэтому партия Шария должна быть запрещена. Но и резюме, учитывая изложенное, учитывая прямую военную агрессию со стороны Российской Федерации, учитывая антиукраинскую политическую и организационную деятельность, пропаганду войны, реальные угрозы нарушения суверенитета, территориальной целостности государства, подрыва его безопасности, а также действия, направленные на незаконный захват государственной власти, демонстрацию проявлений насилия, пренебрежительное отношение и дискредитация украинского языка, герба, флага, гимна, разжигание национальной и межэтнической социальной розни, подрыв морального духа населения и вооруженных сил Украины, использование психологических средств по манипулированию общественным сознанием, учитывая программные и уставные цели, содержащие антиукраинскую позицию, деятельность политической партии Шария подлежит принудительному запрету. Если вы в этом удивительном решении суда найдете отсылы к каким-то программным позициям партии Шария, в которых содержится антиукраинское что-либо, то вы, пожалуйста, сообщите, где именно, в каком абзаце. Они вначале показали, за что закрываются партии, в конце указали в резюме, вот это, а в середину, в обосновании, вставили какую-то чушь, которая не имеет никакого отношения ни к программе партии, ни к запрету партии, вообще ни к чему. Учитывая приведенные и принимая решение о запрете деятельности политической партии Шария, подлежит удовлетворению также производное требование о передаче имущества, средств и других активов партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и так далее, конфискация всего имущества. Председательствующий Судова-Хомюк, судьи Анишкевич и Сеник. Вот теперь у меня на руках, у моих адвокатов на руках, есть полное решение суда о запрете партии Шария. Это решение мы, конечно же, переведем и будем с ним ходить везде, где только сможем. Будем его отправлять, куда только сможем. Мы его апостилируем. Я буду его просто, это будет мой просто золотой ключик. В принципе, я знаю, как относится западная пресса и западные политики к деятельности, преступной деятельности Зеленского. Они предпочитают этого не замечать. Некоторые вещи не замечать становится все сложнее. Этот запрет партии на основании каких-то видео, противоречащий самим законам Украины, это перебор даже для Зеленского. Я не буду, как другие всевозможные там лидеры партий, смиряться вот с таким вот беспределом. Пускай я буду один, но я буду с этим бороться так,
как с Зеленским не боролся еще никто. И подумалось, знаете, в принципе, вот этим вот решением суда я доказал, что Зеленский ничтожество, просто мыльный пузырь, ноль. Имея в руках всю полноту власти, имея в руках все карательные органы, это ничтожество так и не смогло справиться с партией Шария законными методами. У меня все. Продолжение следует.